Приветствую, друзья! Несмотря на различные переговоры в Стамбуле, мы видим, что русская армия каждый день продвигается вперед, и на картах это можно заметить. При этом продвижение носит реально системный характер, и это просто глупо отрицать даже натовским наемникам. Ну и, конечно, мы видим, что русская армия также очень активно уничтожает логистику натовской ЧВК ВСУ. Вот, например, очередное уничтожение моста, который использовал натовская ЧВК ВСУ для подвоза боеприпасов и, собственно, ротаций. При этом нужно понимать, что сейчас ключевую роль на поле боя играет тактическая система ПВО, и наша русская армия в этом деле очень серьезно развивается, потому что даже натовские наемники признают, что уже в рядах русской армии появились 3D-радары, которые позволяют просто с очень высокой эффективностью уничтожать натовские различные разведывательные дроны. А это все-таки разведывательный контур натовской частной военной компании ВСУ, через который наводятся системы вооружений высокоточные и так далее. И подобного рода уничтожение натовских разведывательных дронов-корректировщиков является просто ключевой задачей в современных боевых действиях. И таким образом, естественно, наши войска достигают успеха. На кадрах можно заметить, насколько эффективно сейчас наши FPV-дроны уничтожают натовские дроны-разведчики. И это, конечно же, очень большая заслуга тех людей, которые сейчас активно развивают тактическую ПВО и, естественно, с помощью, я так понимаю, коллег из Китая очень активно используют новые радары, которые позволяют очень серьезно продвинуться в деле идентификации, в каком конкретно квадрате эти натовские дроны находятся, и туда сразу выпускают конкретно уже дрона, который уничтожает подобного рода дрон-разведчик. ВКС РФ тем временем продолжает наносить удары авиационными бомбами с модулем коррекции и планирования, причем уже и по Херсону, и по Харькову, и там очень много объектов натовской частной военной компании ВСУ, и поэтому конкретно уже по ним очень жестко прилетает. И вот уже в Харькове было несколько прилетов, и там уничтожено было предприятие, которое занималось выпуском продукции для натовской частной военной компании ВСУ. И последствия этих прилетов, конечно же, можно было наблюдать. Да, взрывная волна повредила рядом многоэтажку, очень много стекол выбито, но тем не менее это вынужденные жертвы, когда нужно уничтожить военное предприятие. А вот в Одессе ВКС РФ наносили удары по различным объектам логистики натовской ЧВК, и прилетало очень жестко, в первую очередь, конечно же, по порту города Одесса, потому что через этот порт, конечно же, проводится очень большое количество вооружений и так далее. И там очень жестко прилетало. При этом в попытке натовской частной военной компании ВСУ сбивать российские дроны и ракеты, конечно же, ракеты ПВО натовские падали на жилые кварталы. И очень серьезное было попадание в жилой дом на, собственно, Молдаванке. Ну и, конечно же, также прилетало в рынок Привоз. И там начался пожар, его затушили, но тем не менее там есть очередные разрушения от, собственно, прилетов ракет натовской ПВО. Причем ВКС РФ отработали четко по целям, и даже уничтожены несколько локомотивов, которые обеспечивали транспортировку грузов с Одесского порта уже дальше. И, конечно же, подобного рода прилеты показывают, насколько филигранно и точно ВКС РФ пытаются бить для того, чтобы обезопасить мирных жителей. Но, к сожалению, от ракет натовской ПВО ВКС РФ обезопасить не может. Ну а режимники Зеленского этой ночью атаковали город Сочи. Большинство беспилотников камикадзе натовских, конечно же, сбили, но несколько было и прилетов. Ущерб, конечно, там ограниченный, и сейчас уже его, собственно, ликвидируют последствия этих прилетов, но, тем не менее, такой факт имеется. И работу ПВО также можно было наблюдать местным жителям и отдыхающим этого курортного города. И, конечно же, подобного рода удары, как раз в разгар такого пляжного сезона, это, естественно, желание режима Зеленского и его хозяев посеивать страх и хаос конкретно в сердцах русских людей и таким образом уровнем террора воздействовать для, собственно, деморализации общества. Ну а в Стамбуле тем временем проходили переговоры вчера между российской делегацией и делегацией натовского недорейха Зеленского. И
договорились о многих параметрах. Конечно же, это обмен пленными очередной, и там уже, конечно же, уже можно сказать, на финише находятся все эти процессы, с учетом того, что у режима Зеленского банально уже просто не остается российских солдат для того, чтобы их обменивать. Именно поэтому сейчас также российская делегация обозначила, что в грядущих обменах пленными, так называемыми, будут принимать также и участие и похищенные гражданские жители Курской области, которых, собственно, взяли в заложники, когда натовская частная военная компания ВСУ вторглась конкретно на территорию Курской области. И сейчас вот по таким параметрам мы четко видим на самом-то деле, что вот похищение и фактически формирование заложников из мирных жителей — это конкретно то, чем занимается режим Зеленского и натовская частная военная компания. И, конечно же, ответственность за подобного рода заложников и террористические подходы, и, естественно, нарушение методов ведения войны и правил ведения войны — это ответственность в первую очередь на Вашингтоне, Лондоне и конкретно Брюсселе. И тут не стоит удивляться, брать в заложники кого-то, торговать людьми, торговать наркотиками. Все это для англосаксов очень, знаете, доходный бизнес. И не случайно британская монархия до сих пор является самым крупным в мире наркокартелем. И, естественно, с помощью США и, собственно, прочих возможностей военных американской армии, естественно, распространение наркотиков идет в таких глобальных масштабах, и это, можно сказать, такой один международный такой монополист всей вот этой транспортировки наркотиков. И, конечно же, с помощью наркотиков стараются максимально жестко бить по очень многим странам. В первую очередь это Иран, Китай и, конечно же, Россия. Поэтому, конечно, западные страны своими спецслужбами делают все возможное для того, чтобы наркотики у нас на земле были максимально дешевые. И, конечно, прикладывают они к этому очень много усилий. Нужно отметить, что украинская делегация ставила целью себе достичь соглашения по встрече между Зеленским и Владимиром Владимировичем. При этом нужно отметить, что для Зеленского это форма легитимизации, и особенно важно сделать встречу, которая не привела бы ни к чему. А это, конечно же, абсолютно не надо России, и поэтому была обозначена российской делегацией позиция, что будьте добры, выводите, собственно, натовскую частную военную компанию с Запорожья, с Херсона, Славянска, Краматорска, Красноармейска и так далее. И тогда, когда Соединенные Штаты выступят гарантом конкретного вывода натовской ЧВК ВСУ, и эта сделка будет заключена, тогда, конечно, встреча возможна на троих: Зеленский, Трамп и Владимир Владимирович. Если, собственно, встретиться для того, чтобы Зеленского легитимизировать, это, конечно же, история не будет иметь места. И, естественно, украинскую делегацию послали в пешее эротическое путешествие. На этом фоне Трамп довольствуется малым и уже объявляет публично о великой победе США над Евросоюзом, потому что теперь, по версии Трампа, в Евросоюзе будут платить за каждый патрон, за каждую единицу военной техники США, которая будет поставляться в Евросоюз, а уже с Евросоюза, конечно же, натовской частной военной компании ВСУ. И это конкретно Трамп выдает как за победу, и по этому поводу публично хвастается. Для тех, кто хочет убедиться, что США продолжат поставлять вооружение натовской частной военной компании ВСУ, конкретно уже решение утвердили поставить ремонтные комплекты для БМП Брэдли и также для комплексов ПВО американских, которые поставлены также натовской частной военной компанией ВСУ. И это все на сотни миллионов долларов уже утвердил Конгресс и, естественно, Трамп. Кстати, обратите внимание на заявление также администрации Трампа в отношении того, что они хотят дистанцироваться от конфликта с Россией, и, естественно, им нужен мир через силу. И эту, знаете, мантру очень любил повторять Байден, и прочие европейские политики. Поэтому можно сказать, что персонажи меняются, а те мантры, которые они,
собственно, бормочет себе под нос, они не меняются и они просто слово в слово просто повторяются. Поэтому я думаю, что следующим президентом США можно смело международному олигархату выбирать попугая. И тогда, собственно, если обучить нескольким фразам попугая, то он будет справляться с функциями президента США. На этом фоне Трамп также похвастался тем, что против Японии ввели 15% пошлины. И японцы, конечно же, согласились, потому что если бы они не согласились, то американские военные, которые находятся на военных базах своих в Японии, конечно же, могли бы просто за ухо взять любого там премьер-министра Японии и доступным образом, прикладами объяснить этому премьер-министру, что нужно идти срочно на компромиссы с Трампом. Но, собственно, можно сказать, что договорились словами, и поэтому Япония принимает просто те тарифы, которые просто обозначил Трамп. Параллельно с этим идет процесс воспитания гауляйтера Зеленского его хозяевами. И поэтому сейчас, с учетом того, что он авантюру учудил и конкретно решил инструмент контроля западных стран немножко, так сказать, приватизировать свою собственность, сейчас его просто жестко наказывают. И сейчас в отношении и Зеленского, и его, собственно, либо мужа, либо там еще кого-то, Ермака, также сейчас очень активно выпускают материалы в западной прессе. И это, конечно же, только вершина айсберга, потому что, конечно, по неофициальным каналам сейчас в матерной форме и Урсула фон дер Ляйен, и Трамп, и британский монарх с премьер-министром очень жестко объясняют этому персонажу, что нужно срочно все вернуть так, как было, потому что иначе последствия будут очень и очень суровые для режимников Зеленского, и конкретно может даже дойти до физической ликвидации. Уже второй день на площадях в Киеве, Львове, Днепропетровске, Харькове, Одессе выгоняют соросню, которая на зарплате, на грантах со стран НАТО. И сейчас, конечно же, эти персонажи вовсю прыгают по площадям и резвятся. И это, конечно, возмущает большинство людей на оккупированной блоком НАТО территории. Но сделать они с этим быдлом ничего не могут, потому что оно неприкасаемое. И, очевидно, и даже законодательно закрепили в недрехе Зеленского, что те персонажи, которые получают гранты из-за границы, то их не имеют права похищать банды ТЦКшников и полицаев, потому что у них бронь. Поэтому, конечно же, это быдло вылазит по команде на площадя и резвится, и даже скачет. Обратите внимание, как это было вчера. А пока этому натовскому кадровому резерву весело, и пока они скачут под веселые речевки, просто обычных граждан Украины тысячами отправляют на убой. А тех, кто уже там отскакался, уже в мешках также со стороны России возвращают натовскому недорейху, и таких персонажей тысячи. Кстати, на вчерашних переговорах в Стамбуле договорились отправить 3000 еще тел натовских наемников из ЧВК ВСУ обратно, чтобы также их родственники могли очень активно поскакать. Ну а сам гауляйтер уже все осознал и уже пообещал всем своим хозяевам, что он все исправит и все сделает так, как было. И, конечно же, вернет так называемую независимость антикоррупционным органам, которые выполняют функцию долгосрочной системы контроля за топ-чиновниками. И давайте послушаем, как этот персонаж просто переобувается в воздухе. Я запропоную Верховній Раді України законопроект. Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Да-да, вы не ошиблись, буквально вчера этот персонаж, который называет себя президентом, подписал закон о том, что эти антикоррупционные западные органы будут теперь подчиняться ему через генпрокурора. Тут бац, и, знаете, пришел нагоняя, и наругали этого гауляйтера, и теперь уже гауляйтер, как побитая псина, сейчас уже вышел в эфир и ноет в отношении того, что, оказывается, ему все придется вернуть так, как было, и вернуть антикоррупционные
антикоррупционным органам незалежность. При этом некоторые депутаты, которые получают гранты со стран НАТО, уже даже открыто глумятся над этим персонажем и публикуют данные о том, что, конечно, в срочном порядке Верховная Рада будет собираться для того, чтобы голосовать закон, по которому возвращают все в исходное состояние. И это, конечно же, очень унизительная процедура, но тем не менее мы видим, что западные страны от своих инструментов контроля, которые они создавали с 2015 года, не отказываются, а в долгосрочной перспективе это, конечно же, очень плохо, потому что, собственно, так можно понять, что существование Украины западные страны планируют все-таки продлевать на максимально возможный срок. Ну а пока различные начальники службы безопасности Зеленского на своих родственников скупают массово квартиры за сотни тысяч и миллионы долларов, вот конкретно пограничник украинский решил просто сбежать со своего поста в сторону Венгрии, оставил оружие на посту и, знаете, был таков, потому что в натовском концлагере даже пограничникам очень проблематично находиться. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на него по традиции в описании под видео. До скорого!